Насколько важен выбор жилья для путешественника, человека, который приехал отдохнуть на несколько дней? Самые главные критерии при выборе жилья на несколько дней – это тишина, отсутствие насекомых, горячая вода и, возможно, интернет. И то без него также можно обойтись. Все остальное уже не столь важно и можно перетерпеть. По каким критериям выбирали жилье именно мы? Первое. И самое главное – это местоположение. Если мы останавливаемся где-то на 3, 5, 7 дней, тогда обязательно ближе к центру, чтобы в шаговой доступности было метро, транспорт, магазины, достопримечательности и так далее. Почему именно так? Потому что когда мы приезжаем в какой-либо город, мы планируем день с утра и до позднего вечера. Э, Силы, как правило, они не бесконечные. И чтобы оставаться бодрым на протяжении всего дня, желательно, чтобы жилье было близко. Даже если даже если очень сильно устал и хочется побыстрее домой, тогда не надо тратить сумасшедшие деньги на такси, 5 минут, и вы уже дома. Даже бывали ситуации, когда, например, закупился, забежал домой, благо рядышком, и пошел дальше гулять. Это очень удобно. Если вам кажется, что вы можете, в принципе, сесть на такси и доехать с любой точки в центр, то, то это не совсем правильно, потому что в городе бывают пробки, бывает жарко, бывают всякие разные ситуации. А если еще и рядом ребенок, и он начинает говорить: я хочу кушать, я хочу в туалет, мне очень жарко, я устал, когда мы доедем, то уже начинаешь думать: блин, надо было снимать поближе к цивилизации, так сказать, и все было бы в порядке. А, Хорошо, отстояли в пробке там 20 минут, пока доехали, уже настроение немножко подпорчено. Вот, и ты уже собираешь последние силы, чтобы вот приступить к интересному дню, там, экскурсиям, там, а, просмотру достопримечательностей. Поэтому местоположение – это самое главное. И это тот момент, где не надо экономить. Следующий критерий – это тишина. Тишина – это также очень важно, поскольку вечером после продолжительных прогулок, экскурсий хочется лишь одного – это забуриться куда-нибудь в тихую комнату, в тихую уютную спальню и сладко уснуть. Не всегда это получается. Если выбрали жилье, где идет рядом стройка или соседи делают ремонт, или еще что-то шумное рядом, типа дискотеки или кто-то празднует свадьбу, то уснуть, возможно, не получится. Поэтому этот момент обсуждать нужно заранее при выборе жилья. Когда вы переписываетесь непосредственно с хозяином, необходимо уточнить, какой уровень шумоизоляции. Следующий критерий – это удобная кровать. Очень часто, к сожалению, не все хозяева предоставляют удобный матрас, который не скрипит, не проваливается, не втыкаются там в тебя пружины. Это тоже нужно уточнять. Хороший санузел, что я под этим подразумеваю? Обязательно чистота. Это первое. Второе. Постоянная подача горячей воды. Далее. Ничего не протекает. Не течет душевая кабина, машинка, там, унитаз. То есть все сухо. И обязательно нужно проверять шторки. Нам несколько раз на голову сваливалась душевая шторка, и теперь у меня уже выработался рефлекс, когда я
Когда мы заселяемся в новое жилье и хозяин показывает квартиру, рассказывает, где, что и как, я сразу при заходе в ванную комнату шторки проверяю. И последний критерий — это интернет. Хорошо, если он есть, и хорошо, если он сильный, да, ну, быстрый, там можно скачивать, можно смотреть и так далее. То есть на нем можно поработать. К сожалению, не каждый раз попадается такое, что высокий тариф и все замечательно. Поэтому мы пользуемся мобильным интернетом. Вот такой список основных критерий для проживания на несколько дней.